Привет, ну ладно, расширенная версия. Особо нечего добавить к тому, что уже было в укороченной версии, ну да ладно. Добавляю арматуру, одиночную кость и перехожу в режим редактирования или просто тап. Хватаю вот за этот кончик, жму и для экструда, и мы можем сделать типа прикольный маленький зигзаг. Схватим тут, вы можете схватить всю кость или просто схватить одну из этих точек. И это будет наша странная нога с двумя коленями. По какой-то причине, наверное, это похоже на робота Страуса или что-то в этом роде. Так говорю, как будто у страусов, роботов зигзагообразные ноги. Далее жмем Shift-A, и сейчас будет создана новая кость. И я собираюсь переместить ее сюда, чтобы она стала ступней или контрольной костью, или как вы сами ее там обзовете. И да, это базовые настройки. Теперь просто нужно применить IK-ограничители. Итак, перейдем в Pose Mode, потому что ограничители вы применяете там. Выделите контрольную кость, затем Shift, щелкните по кости, к которой вы хотите применить ограничение. Жмем Shift-I и готово. Уху! Вот так. Это просто работает. Можете схватиться и за эту сторону. Итак, вы фактически сделали ногу. Если хотите, мы можем, например, усложнить. Легко. И я сделаю то же самое и здесь. Я добавлю кость и просто сделаю то же самое, что и делал, но в виде обратного зигзага. Добавлю сюда новую контрольную кость. Круто. И я сделаю родителям новую контрольную кость этой кости. Я по сути соединяю эту вторую IK-цепочку с первой. И я собираюсь сделать эту вторую цепочку родительской, а затем мы добавим наш IK-ограничитель. К сожалению, по умолчанию, IK-ограничитель полностью возвращается по самому дальнему пути. И поэтому он проходит через всю нашу новую цепочку, в нашу старую. И что же это значит? Попробую это описать. Он контролирует это, но также является дочерним элементом этой цепочки. И поэтому, если мы попытаемся сдвинуть что-то, он начинает глючить и не будет знать, что ему делать. Поэтому мы должны выбрать этот ограничитель, а в настройках IK просто настроить длину цепи. Мы идем только до этой кости, прямо сюда. И теперь глюков не должно быть. И это вроде как круто, типа ножниц, эффект ножниц. И, как я уже говорил, если хотите, давайте я могу очень быстро создать другую настройку, чтобы показать вам, как бы смоделировать эту механическую руку робота. У меня было это в другой версии. Идем в... Так, это наша контрольная кость. Это будет типа голова или коготь или что-то такое было. В режиме позы выберите Ctrl-Shift, щелкните по нему. Shift-I. Мы получили нашу IK-цепь. Круто. Но сейчас она вроде как наклоняется. И давайте допустим, что это, ну знаете, которая к земле крепится или что-то типа индустриального, как же это называется? Да, сборочный конвейерный робот, точно. И я тут вернусь к этой цепочке и в разделе Viewport Display включу In Front, чтобы мы могли видеть, что мы делаем. Вернемся в Pose Mode и давайте перейдем к свойствам костей. И в IK мы сможем кое-что подправить. Я собираюсь залочить, посмотрим, какая-то ось, и я думаю залочить X и Z. И это значит, что теперь он может вращаться только вокруг своей оси Y, что есть круто. И я мог бы сделать то же самое, думаю, и с этим, если я залочу эти штуки. И да, теперь вы можете установить механические узлы, и все будет уместно, оправдывая это тем, что как будто бы у вас есть шарнирное соединение. Вот так мы это сделали. И еще вы можете контролировать жесткость различных частей, если хотите. Но это действительно, это реально отличный способ просто заняться риггингом, потому что это в основном риггинг не хорош, потому что вы не... Нажмите на рендеринг, если вы не увидите того, что у вас есть, вы не сможете связать это. И я всегда избегал этого, я хотел бы провести столько же времени в моделировании всего, но то, что делает риггинг, по сути, позволяет вам сказать компьютеру: «Эй, ты можешь позаботиться об этом», а компьютер: «О да, это совершенно нормально». Вот, давайте добавим сюда еще кое-что. Я это уже делал? Я так не думаю. Окей, давайте добавим куб. Это будет худший робот на свете. Ладно, это просто я не хочу тратить ваше время, но... Ладно, вот одна рука. Вот другая часть. И я собираюсь снять флажок Lock Edit Mods. И тогда это позволит мне, по сути, выбрать объект, затем Shift-щелчок по нему, далее Ctrl-Tab, чтобы перейти в Pose Mode, выберите кость, Ctrl-P, Bone, затем Ctrl-Tab, чтобы выйти из этого, а затем выбрать новую кость. И это просто много разных кликов и смены режима. Итак, я просто сниму флажок Lock Object Mods.
И это позволит мне перейти в режим позы для этого рига, но я все еще могу кликать по различным объектам. Теперь я могу выделить это, затем просто Shift-клик по кости, Ctrl-P, Parent, выбрать этот куб, Shift-клик по кости, Ctrl-P, и теперь у нас есть отличная, наша классная маленькая ситуация с роботом. Итак, это не... Я думаю, этот пример здесь не особо захватывает воображение, но вы можете представить, делаете ли вы ноги больших роботов или знаете, да с этим что угодно можно делать. В общем, надеюсь, это было вроде как полезно.